Доброе утро, друзья. Вчера у нас был ураган. Я его немножко снимал. И я так долго мучился и вешал это все. И теперь я вижу, что еще таких пару ураганов. И мой навес улетит. По чуть-чуть все уже рвется. Блин, и эта вся штука стоила, я уже не помню, дофига денег. В общем, и там в одном месте вырвало. Надо ремонтировать. Вчера проходил мужичок, который косит траву. Спросил, ну точнее, они тут подходят, хлопают в ладоши, потому что ни у кого звонков нет. Это имеется в виду, что кто-то пришел. Вот, а я уже так примерно цены знаю. Я говорю, захожу, ему показываю, что нужно сделать, какой объем работ. Вот там кусочек, здесь немножко. Ну и перед домом, перед забором, перед калиткой. Вот этот кусок. Чудак оставил нам огрызок травы. В общем, я предлагаю 4000 песо. Вот. Ну, они, естественно, просят там 10 тысяч и больше. Я говорю, не, есть только 4000. И вот за 4000, ну, я считаю, это маленький кусочек, он его делает там за полчаса, грубо говоря. Потому что уже трава такая была высокая. Стрёмно. И комары, во-первых, там, и ну, всякая фигня заводится. Вот. Вчера у Ярика все-таки выпал первый зуб. Поэтому сейчас будем ехать. Надо ему что-то купить. Вот. И что еще? И хотим купить для Миланы что-то. Ей надо на чем-то лазить, ползать по полу. Вот. Она уже не хочет сидеть на руках. И ну и в принципе таким образом можно будет что-то делать, когда она будет занята. И какие-то маты детские, вот эти такие квадратные штучки надо найти, купить. Или не знаю, ковер какой-то. Желательно, чтобы там и заборчик был, какой-то оградка для нее, потому что она везде лезет. Но стрёмно в том плане, что когда сонная, она как неваляшка может шмякнуться и ну и как бы полы все в плитке. Ну а потом работать и короче домашние дела, заботы, хлопоты. Давай идем Ярику купить карточки покемонов, потому что зуб он вырвал сам себе. Так что как сам себе?
Мне кажется, их больше. Это чуть дороже, это чуть дешевле, но этих нужно будет что докупать и соединять Вот еще. те, которые докупать и соединять нам А мне подходят. кажется, вот это толстая. Но нам не надо толстая, нам надо, чтобы хотя бы минимум был покрыт. Ну, это вам можно использовать, как еще складывать. Ну, Y la medida, el espesor. gracias. Давай я помогу. Я уже. Тобто вона робить вчителькою, так? Вона може, як ви можете розуміти, Мгм. як маєте розуміти, Так. можете папілі, Так, так. Що ми потребуємо? Це І тут телефон. добре. Дякую. Як ви можете... Так, так. Я говорю на тій дні. Едем, Настя нашла детское кресло за какие-то нормальные деньги, вменяемые. Вроде как типа новое детское кресло. 80 тысяч песо, это примерно... примерно 50 долларов или около того. Ну, его надо по-любому купить, потому что сильно дорого будет штраф. Отвез машину на ремонт. Получается, когда я купил эту машину, там когда включался кондиционер, я видел, что была очень большая сильная нагрузка на машину. Ой, ну на типа тухло все к ебени бабушки. Ну, кондер работал, но как-то слишком туговато, слишком тяжело дается ему машине это все дело. Я боюсь, что там жопа компрессору, но суть не в этом. Суть в том, что там отключены все разъемы, все штекеры отключены от нормального климат-контроля. То есть, грубо говоря, там выявили напрямую какую-то кнопку, и которая типа включала принудительно кондиционер. И пошевелил магнитолу. Она там не подключена нормально. И, в общем, и перестала эта кнопка работать, которая включала принудительно кондиционер. Вот. Ну и когда я купил эту машину, я заезжал к электрику, к этому кондиционерщику заезжал на ремонт. И он сказал, что запчасти от там испаритель или какая-то херня, в общем, неправильно. И ух ты, украинская церковь. Глэси. В общем, кондиционерщик сказал, что у нас проблема с кондиционером, ну там не оригинальные запчасти стоят, но прежде чем заниматься этим вопросом, нужно вначале
отремонтировать все по электрике, по электрической части, чтобы там все прикуриватели включали, чтобы сам климат-контроль включался, ну, чтобы все там кнопочки функционировали, вот, и видимо там что-то с платой, и уже потом после этого нужно будет возвращаться к кондиционерщику и заниматься, доделывать этот вопрос, решать. Вот. Но, блин, мне не нравится больше всего то, что мощность так сильно терялась в тот момент, когда я включал кондиционер. Вот это, конечно, не прикольно. Ну, я не знаю, как мне подсказали, это из-за того, что типа слабая компрессия. Я отказываюсь в это верить. Но, блин, логикой понимаю, вполне себе такое логичное объяснение, что это может быть из-за слабой компрессии. Ну, как бы в любом случае максимально вещей в машине должно работать. И я, конечно, вообще не планирую сейчас менять компрессор по кондиционеру, да, но если все остальное будет отлично работать и только один компрессор, там с ним будет проблема, то уже когда наладится доход, то как бы хотя бы будет понятно, что там нужно докупить и купить. Ну, я не знаю, наверное, баксов 800 будет стоить, хрен его знает. Вот, короче, поставил машину, а еще этот чудак-электрик сегодня не работает, точнее работает, он уехал за запчастями в Посадос. Чувствую, это будет не быстро. Апдейт по машине. Получается, у электрика я был. Эту кнопку он починил. Для того, чтобы сделать нормально, чтобы работал климат-контроль, нужна плата управления, которую он занимается тем, чтобы найти бэушную. Но непонятно, что там, когда получится, не получится, или надо там на других людей в Парагвае выходить, неизвестно. Магнитола уже работает, он подключил вот эти штуки, не знаю, он делал или нет. Прикуриватель я еще не проверял, но сам факт, что кондер работает, как бы уже прикольно. Но проблема в другом, что когда я забирал машину, я ему рассказал о том, что очень сильно она теряет мощность, когда включаешь кондер и едешь там, особенно на горку, надо, чтобы она на оборотах была хороших, иначе она жестко тупит. Вот, ну он попробовал проехаться на ней и этот. Ну и говорит, да, как бы есть такое. И получается он сел, проехался на ней и говорит, что когда... я же ему говорю, что, чувак, это что, все, хана мотору, типа слабая компрессия, и поэтому она так тупит, ну, типа, потому что без кондера она нормально едет, ну, по тяге, по мощности, как бы все окей, ну, более-менее, ну, не ракета, конечно, но нормально. Вот, и он говорит, что когда педаль в пол нажимаешь, то как бы есть белый дым, и это говорит об турбине, то есть что-то там с турбиной. Вот, и он говорит, может там уже, ну, надо не заниматься или там менять, хер его знает, что с ней надо делать. И второе, он говорит, не работает спидометр. То есть, типа, возможно, не только ты не знаешь и не понимаешь скорости, а машина также, ну, не понимает, как и с какой скоростью ты едешь, и там может быть из-за этого проблема там по впрыску и так далее. Вот, но это маловероятно, потому что иногда спидометр работает и поведение машины не меняется из-за того, что он там
работает или не работает. Но все равно я не исключаю, что это может как-то помочь, но маловероятно. В общем, апдейт такой, что ждем запчасть, что он там скажет, когда она приедет. Я к нему заезжаю, меняем эту запчасть, то есть это для кондиционера, и потом после этого он говорит, подключают ее там к компьютеру, тестируют, смотрит по показателям на работу турбины и всякие там замеры делает, и уже тогда после этого будет понятно. И ну, он-то не механик, как бы, он электрик, и после него уже хоть какая-то будет ясность, и тогда можно будет заехать на обслуживание мотора. Ну и если это как бы не сам мотор, а турбина, то я не знаю, это хорошо или плохо. Наверное, это все-таки не так страшно, но это легче, чем мотор, короче, только турбина. Вот. Никита открыл только что малым двери и закрыл. И застрял ключ в замке. Апдейт по поводу денег. Получается, что мы получили tax return с США, так как последний год мы работали и платили налоги. Я говорю про себя. Никита, он сам за себя подавал и подает, там занимается, я имею в виду старший сын. Вот, и я подался, и нам насчитали $14 000, нам должны были вернуть, если бы, ну и нам бы их вернули, если бы у нас были бы рабочие work authorization, разрешение на работу. Но так как они у нас закончились 4 декабря 2025 года, а сейчас у нас 27 февраля 2026 года, то ни на какие детские вот эти такс-кредит мы рассчитывать не могли, в принципе, и ждать нам тоже нечего, у нас их, в принципе, быть не может, так как мы уехали из США и наша программа закончилась, то единственное, что нам насчитали суммарно, это $2000 мы получили возврата. С днем рождения!